Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как сделать вот такой вариант вышивки на прянике, а также хочу поблагодарить Анастасию Юрину за материальную поддержку канала и теплые слова. Мне очень приятно, спасибо вам большое. Приятного просмотра! Для этого пряника я использовала цвета зеленый, светло-розовый и темно-розовый. Айсинг в консистенции как для надписей. В предыдущем видео я подробно рассказывала про эту консистенцию, а также есть плейлист, где собраны все пряники с надписями и информацией о данной консистенции. Ссылка есть в описании под видео. А также я буду использовать еще глазурь голубого, желтого и сиреневого цветов. Изображение я заранее перенесла на картинку, ссылка на розу будет в описании под видео. Прежде чем приступать к пряникам, потренируйтесь на бумаге, проверьте правильность консистенции. Если она получилась неподходящая, то переделайте, иначе если глазурь будет слишком густая, вы быстро устанете, если жидкая, то все будет сливаться. Приступаем к росписи. Идея здесь заключается в том, что мы заштриховываем детали рисунка. Сначала нужно обвести контур детали, затем заштриховать ее тонкими линиями с просветами между этими линиями. Здесь важно, чтобы линии были тоненькие, то есть постарайтесь отрезать достаточно небольшой кончик у корнета. Я немного поторопилась и начала заштриховывать листики, хотя сначала нужно обвести все контуры определенными цветами глазури всего рисунка, чтобы они подсохли. Вот здесь я перепутала и начала рисовать светло-розовым цветом, но центр розочек у меня будет темного цвета. Эту розочку я нарисовала от руки, поэтому ее нет на изображении по ссылке. Линии тонкие, поэтому сохнут быстро, и можно без паузы заштриховать детали. Эти центральные линии у листьев тоже нужно было сделать заранее, чтобы они подсохли, имейте это в виду. Также здесь важно правильно определить, под каким углом лучше заштриховывать каждую деталь, чтобы это смотрелось красиво и естественно, насколько это может быть таковым. Например, листики мы штрихуем в направлении естественных прожилок, и здесь сложности не возникает. А вот с лепестками уже посложнее. Нужно как бы определить для себя движение этой детали, движение лепестка и заштриховать от центра цветка к краю лепестка. Можно представить, что на лепестках есть такие линии, и как тогда они будут располагаться относительно расположения этих самых лепестков или розы в целом. Это, конечно, не сильно критично, но выглядеть сам цветок будет лучше, если линии будут расположены более или менее в верном направлении. Я не знаю, на какую вышивку это похоже, я поискала в интернете, но ничего подобного не нашла. Может, вы знаете, какой способ вышивки похож на данный? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Подписка, лайк и комментарий – это ваша награда за мои старания, а также помощь в продвижении моего канала. Если же вы хотите поблагодарить меня материально, то ссылка в комментариях под видео.
Рисую несколько дополнительных веточек зеленой глазурью и цветным айсингом, о котором упоминала ранее, делаю некие полевые цветы. Сначала располагаю первый слой таких капелек или шариков вдоль линии. Позже, когда первый слой подсохнет немного, сделаю второй верхний слой. Далее необходимо сделать второй слой по контуру всех наших элементов цветка. Можно у корнета кончик отрезать немного больше. Это поможет скрыть недочеты в местах соединения штрихов с первым слоем контура деталей. К этому прянику восьмерки я также сделала небольшие пряники-розочки в такой же технике. Если вам интересно, я могу выложить их отдельным видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Далее по периметру пряника делаем бордюр, и пряник готов. Вот такая красивая вышивка получается, мне очень нравится. Если на пряник падает солнечный свет, то отчетливо виден весь рельеф вышивки, и фотографии получаются очень красивые. Я, к сожалению, не дождалась солнечной погоды, чтобы сделать подобное фото. Очень жаль. Вы обязательно сделайте. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. Не забывайте отмечать меня в инстаграме. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. Всего вам доброго!